Привет, дорогие друзья! Помните мои прошлые проекты? Такие как безидомик для мучки с квадратными шестеренками, я их вырезал нехромовой нитью, лазерные гравюры и ЧПУ-станки тогда стоили дорого. А также кружки, чашки, термоса и многое другое, что я делал с помощью пескоструйного аппарата и травления металла солью. Технологии не стоят на месте, и сегодня все эти и многие другие вещи может вырезать и гравировать бюджетный 7-ваттный диодный станок с ЧПУ Acmer 2S стоимостью чуть более 13 тысяч рублей. От других диодных лазерников он отличается тем, что его толщина луча всего 0,08 мм. Такой луч делает настолько тонкий рез, что детали конструктора вроде этого автомобиля плотно стыкуются без клея. Он режет 3-миллиметровую фанеру, картон, кожу, вспененные материалы и некоторые виды пластика. Гравировку делает более чем на 100 различных материалах, включая стекло и металлы. Качество не хуже, чем у профессиональных лазерников. Роликов на тему настройки и работы Acmer 2S с самыми популярными материалами в интернете полно. Я тоже тестировал его на разных материалах, но мне хотелось опробовать его на не совсем обычных природных материалах и выяснить, можно ли делать художественную гравировку на листьях деревьев и березовой коре. Забегая вперед, скажу, что результат превзошел ожидания. Идея портретов на листьях не нова, но я довел ее до совершенства, как левша, который подковал блоху. Получилось здорово и даже круто. Оцените, насколько точно лазерный луч передает все линии и полутона, выжигая микроны ткани. Впечатляет, правда? Каждая такая работа по-своему уникальна и несет в себе особый символизм, намекая на природную связь, как бы и заставляя задуматься о скоротечности жизни листочка и человека. На более плотных листьях вроде этого клена этот лазерник может делать и обычные портреты. Хранить такие портреты можно как школьные гербарии в книгах, но если залить эпоксидной смолой или запечатать между слоями прозрачного пластика или стекла, то такой шедевр всегда будет на глазах и украсит любой интерьер. Если же ничего с ним не делать, листок при естественной сушке скрутит и со временем превратится в пыль. Как я это делал? Если коротко, брал листочек, крепил его к столу, в бесплатной программе Acmer выбирал настройки для гравировки на бумаге, подгонял размер под форму листа, жал на кнопку «Старт» и в зависимости от размера какое-то время ждал результат. Массово на заказ такие вещи делать я не смогу, но отдельным подписчикам, которые по договоренности отправят мне фото через мою группу ВКонтакте или по электронной почте, постараюсь помочь. Ну а для тех, кто захочет купить Acmer 2S и сделать нечто подобное своими руками, раскрою секреты и покажу весь процесс в конце этого видео. А сейчас расскажу о не менее интересной идее, которую я подсмотрел на Pinterest. Некоторые портреты и рисунки, сделанные на бересте, стоят недорого, а другие, на мой взгляд, очень дорого. Если же сравнивать мои работы и работы, которые есть на Pinterest, то мои на другом уровне. Выглядит реально круто, свежо и необычно. Запас бересты у меня скромный, но как и в случае с листьями, отдельным подписчикам постараюсь помочь. Процесс печати на бересте ничем не отличается от печати на фанере. Фиксировал бересту на столе, настройки выбирал как и для печати на фанере, мощность лазера опускал до 70-80% и когда все устраивало, отправлял в работу. Некоторые сложности могут возникнуть у вас с заготовкой и подготовкой бересты для печати. Думаю, это тема для отдельного видео. Ну а теперь расскажу и покажу, как же я это делал. Первым делом заготовил листья. Любые заготовки, будь то фанера, картон или те же листья, должны быть плоскими, и это одна из проблем. Я пытался листья гладить, результат не понравился. Пришлось, как и в школьные годы, сложить листья в книге на несколько дней. И пока они лежали в книгах как под прессом, занялся сборкой станка. В одной коробке лежал стол, вещь очень даже нужная. В комплекте шел лист металла, резиновые ножки на двухстороннем скотче и несколько автомобильных пистонов для фиксации заготовок к столу. Без такого стола береста и листья деревьев при печати будут скручиваться.
Во второй коробке лежало несколько листов фанеры, достаточно подробная инструкция по сборке на русском языке с цветными картинками и, собственно, сам конструктор из 6 деталей. Пакетики с крепежом пронумерованы, накосячить или напутать сложно. Собирал я данный станок не спеша, глядя на картинки. Даже неопытный человек сможет собрать такой станок от силы за час. Важно правильно сфокусировать луч. Для этого используем алюминиевый цилиндр, который идет в комплекте. Помните, как в школьные годы с помощью увеличительной линзы мы пытались что-либо поджечь, фокусируя луч солнца? Тут тот же принцип. Правильно сфокусированный луч делает четкий и тонкий рез и качественную печать. Обязательно ставим фильтр, чтобы не испортить глаза, он на магнитах, и станок готов к работе. Приложение использовал от компании Acmer, оно достаточно гибкое и, что немаловажно, бесплатное. Скачать можно на оффсайте. Ссылку оставлю под видео. За несколько дней провел приличное количество тестов гравировок на листочках деревьев, пока не подобрал оптимальные настройки с учетом толщины и влажности листа. Да, нужно ловить золотую середину, потому как одни листья более толстые, другие более сухие, но со второго-третьего раза должно получиться. Фотографии готовил в фотошопе. Рекомендую выбирать фото, где лица людей сняты крупным планом. Я выбирал те, что поинтереснее и хорошего качества. Яркость и контрастность поднимал на глаз так, чтобы линии и прочие детали были более выразительные и не сливались с общим планом. Чтобы фотография гармонично вписывалась в листочек, делал рамку с рваными краями. Для обычной печатной гравировки инвертировать изображение и делать его черно-белым не обязательно. Но если хотите сделать такую гравировку, то в фотошопе или в самой программе Acmer сделайте инверсию. И важно, чтобы после инверсии рамка была белой. Иначе там, где будет рамка, все сгорит. Настройки мощности и скорости лазера в каждом случае подбираются индивидуально. Я же делал так. Закидывал изображение на рабочее поле, включал станок, подключался к нему через приложение, находил свою версию станка и мощность лазера. Для листочков дерева выбирал материал бумагу, тут вариант всего один, и подтверждал. Мощность ставил на 80-100%, а скорость 10 тысяч мм в минуту. Более точно подгонял размер изображения. Инверсию, кстати, можно сделать на вкладке «Фильтры». Нажимаем «Процесс». При необходимости жмем «Показать рамку». Лазер покажет участок, на котором будет производиться гравировка. И если все устраивает, жмем «Старт». В окне можем увидеть, как долго будет делаться гравировка. Чем больше изображения, тем больше времени уходит на работу. Если не владеете фотошопом, то подготовку можно делать и в приложении Acmer. Для примера загрузим какое-либо изображение. На вкладке «Редактировать» можно обрезать лишнее. С помощью волшебной кисти и силы допуска можно убрать те или иные цвета. С помощью ластика можно сделать некое подобие рамки. После подтверждения отправить на печать. Есть возможность до печати сделать дополнительную обработку изображения. Если при печати на фото появятся какие-либо полосы или пропуски, то можно выбрать какой-либо другой алгоритм. А также можно сделать инверсию, черно-белое изображение, добавить резкость, контрастность или яркость и так далее. В фильтрах некоторые инструменты дублируются без более точной подстройки. Для обычной гравировки на более мясистых листьях мощность лазера понижал до 50%, а скорость 10 тысяч мм в минуту. И получал вот такой результат. Особенно классно смотрятся портреты с рваными и потрепанными краями бересты. Далее таким портретом можно украсить какую-либо вазу, шкатулку, либо просто поместить в рамку. Бересту, как и листья, после заготовки нужно выпрямить. Для этого греем градусов до 100 и кладем под пресс до полного остывания. Идеально для разогрева подходит самый обычный утюг. Абсолютно ровной кора не станет, но уже можно будет прижать к столу автомобильными пистонами. Настройки для печати, как сказал ранее, делаем те же, что и при печати на фанере.
Мощность лазера в зависимости от яркости и контрастности на фото можно понизить до 70-80%. В каждом случае подбираем индивидуально. Над столом рекомендую сделать принудительную вентиляцию. При гравировке листьев дыма почти нет, но когда будете что-то вырезать, к примеру из фанеры, дыма будет много. Самый едкий и неприятный дым при работе с кожей, поэтому лучше заниматься гравировкой, к примеру, в гараже. В квартире, как вариант, это можно делать на кухне под вытяжкой, либо на балконе. О чем стоит еще сказать. Качественную тонкую фанеру Акмар 2С режет насквозь с первого раза достаточно хорошо. Но, скажем, белорусская 3-мм фанера ему не по зубам. Причина кроется как в плотности самой древесины, так и в составе клея. К тому же у Акмар 2С нет штатного компрессора для луча лазера. Тем не менее, белорусскую фанеру он режет за 2 прохода. Что касается печати на фанере, то при одинаковых настройках результат может сильно отличаться. Оба портрета были распечатаны на белорусской сосновой фанере с одинаковыми настройками для ЧПУ станка. Но этот портрет получился достаточно ярким и контрастным, с темными оттенками. Здесь же оттенки получились шоколадные и нет четких линий. А все потому, что в первом варианте была сделана более агрессивная ретушь в фотошопе. Елочные украшения получились здорово. Готовые макеты для лазерной резки можно скачивать на специализированных ресурсах. Как правило, более сложные работы там платные, те, что попроще, бесплатные. Несколько макетов необычных шестеренок я сделал сам. Результат того, что получилось, видите сами. При работе по металлу результаты тоже могут отличаться. При одних и тех же настройках на брелоке для кота надпись получилась слабо заметной, на шпателе ярче. След от лазера остался бы более глубокий в обоих случаях, если бы я понизил скорость гравировки вдвое. На тему гравировки по металлу и стеклу будет еще одно видео. Там подробнее расскажу, как делать гравировку, а заодно покажу, как делать гравировку на объемных предметах, стаканах, термосах и так далее. На этом все, дорогие друзья, спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.